Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире свежий выпуск программной годноты из App Store и Google Play. В этой подборке есть не только кроссплатформенные решения, но и эксклюзивы, как для iOS, так и для Android платформ. Так что смотрим до конца, не буду затягивать, ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Обожаю приложение, повышающее продуктивность. Remember the Milk посоветовали наши подписчики как удобное, бесплатное и кроссплатформенное решение для создания, сортировки, делегирования и выполнения задач. Приложение выполнено по всем канонам Get-to-Do стандарта. Напоминалки, теги, приоритеты, списки, места и прочие вещи присутствуют. Помимо версий под мобильные и настольные платформы, порадовало наличие веб-интерфейса. Из ложечек дегтя. Как по мне, интерфейс мобильного приложения чрезвычайно прост и непривлекателен. Но самое печальное, за расширение функциональности приложения необходимо покупать подписку, а годовой вариант обойдется аж в $40. Конечно, 90% пользователей хватит и бесплатного варианта, но хочется жить, используя все по максимуму, а тут этот механизм выкачивания денег. Сейчас можно провести целую лекцию о полезности в ежедневном потреблении воды. Это я говорю не о привычных напитках, а о чистой воде, которую нужно по научно обоснованным правилам употреблять около 30-40 мл на килограмм веса. Поверьте, выпить 2 литра жидкости за сутки не такая уж и простая задача. С фиксацией каждого приема поможет бесплатная программа WaterMinder. Есть удобно настраиваемая дозировка жидкости, в которой кастомизируется все, вплоть до иконки и ее цвета. Присутствуют наглядные графики с временными фильтрами и даже есть приятное достижение. Пейте и делайте свою жизнь лучше, а WaterMinder всегда напомнит об этом процессе. В Avatars Plus вы сможете в несколько этапов по дисплею примерить на своем или любом другом фейсе целую кучу стикеров, эффектов или фильтров. Конечно, в приложении нет таких невероятно удобных технологий, как в том же Маскараде, но обилие встроенных коллекций это с лихвой компенсирует. Тем более имеющиеся шаблоны поддаются кастомизации. К примеру, можно настроить яркость, контраст, насыщенность или прозрачность эффекта, отчего процесс редактирования получается значительно более гибким. Никто не запрещает и комбинировать маски из разных пакетов. Разумеется, присутствует возможность что-нибудь нарисовать или добавить текст и расшарить изображение через социальные сервисы, ну или просто сохранить в медиатеке устройства. Приложение бесплатное, но есть и платные пакеты, отмеченные значком с замком. Приложение AVSAM Screenshot выполняет единственную, но достаточно полезную функцию. Делает скриншот не одного экрана, а всей интернет-страницы. В эпоху обилия медиаконтента на веб-ресурсах и сложности кода некоторых страниц не всегда есть возможность сохранить материал для дальнейшего офлайн просмотра в том же Pocket, или же просто расшарить нужную часть странички. После преобразования всей веб-страницы в изображение перед сохранением окончательного варианта можно выбрать удачный фрагмент и обрезать ненужное, а также добавить текст, фигуры, стрелки или заблюрить часть информации, что очень удобно. Эти элементы поддаются базовой настройке. Утилита, безусловно, полезная. Приложение для создания коллажей. У меня это обычно ассоциируется с пустыми скучными рамками разных форм, которые нужно выбрать, а затем наполнять их фото. С Collage Plus все по-другому. Это целый набор ярких шаблонов, отсортированных по тематике. Романтика, вечеринка, детские фоны, свадебное, путешествие, стиль обложки журнала и другие фоны найдут свою аудиторию. Останется добавить изображения, замостить их и воспользоваться встроенным редактором. Тут уже есть базовый инструментарий вроде текста, декора или стикеров, дабы разнообразить эскиз. Помимо коллажей есть многостраничные альбомы. Пару минут и можно нести хоть в типографию готовый проект. А еще из изображений можно создавать видеопрезентации. Выбрали группу фотографий, стиль слайдов, причем их можно комбинировать из других тематических шаблонов, сделали пару настроек и получили готовый клип. Быстро и эффектно. По большей части контент бесплатный, но есть и платные шаблоны. В альбомах 4 странички, ну а если хочется добавить больше, уже извольте заплатить символическую денежку.
В iOS 11 App Store лишился довольно крутой функции – списка желаний, в который можно было добавлять приложения для дальнейшего скачивания. Приложение Lookmark компенсирует эту утрату, причем в этот список можно добавлять не только игры и программы из App Store, но и программы для Mac, книги, музыку, фильмы и подкасты. А если у вас найдется денежка для разработчиков, то откроется функция, предупреждающая о снижении цен на добавленный список контента. Изучая английский, не забывайте периодически проверять свои знания. TOEFL Flashcards содержит более 200 самых важных слов из стандартизованного теста на знание английского языка, сдача которого обязательно для неанглоязычных иностранцев для поступления в вузы США и Канады, а также Европы и Азии. Вы сможете не просто зазубрить новые слова, пополняя свой лексикон, но и прочитать их определения и примеры живого использования, что очень полезно на практике. Есть несколько уровней сложности, алгоритм повторения и развернутая статистика для отслеживания прогресса. Программа действительно толковая и абсолютно бесплатная. Учитесь, ведь английский – это мировой язык. Уже не раз в этом убеждался. К сожалению, достойные программы, следящие за используемым трафиком в сотовых сетях, почти все платные. Если знаете бесплатную толковую альтернативу, обязательно пишите в комментариях. DataWidget имеет гибкие настройки по добавлению используемого тарифного плана. Наглядный виджет, работает с 3D Touch и имеет оптимизированную версию под Apple Watch. Приложение заблаговременно предупреждает об остатках мобильного трафика, дабы не влезть в минус. Также есть промежуточные напоминания о том, что не мешало бы поубавить аппетит, а то до конца месяца можно не дотянуть. Так что всем тем, у кого нет безлимита, приложение must have. Это простое, но полезное приложение произведет автоматическое сканирование всех изображений в медиатеке iPhone и iPad на предмет наличия темных изображений. Дальше принимаем решение по всем снимкам. Где-то сохраняем высветленное изображение, где-то оставляем только оригинал, а может и вовсе лучше удалить неудачное фото. Управление свайповое. Жесты вправо-влево переключают изображение. Свайп вверх удаляет оригинал, сохраняя высветленный снимок. Вниз сохраняет улучшенное изображение. А если тапнуть по фото, то можно посмотреть оригинал. Главный недостаток приложения – отсутствие мануальной коррекции снимка. Иногда эффект высветления слишком сильный, иногда нужно подкорректировать резкость или другие параметры. Зато есть сортировка от самого темного до самого светлого снимка, и наоборот, которая, к сожалению, нужна как собаке пятая нога. Это разработчикам на заметку. Ну и напоследок хочу показать довольно специфическое, но от этого не менее полезное в работе приложение VoiceTime. Оно в фоновом режиме будет вас оповещать голосом на русском языке о текущем времени согласно отлаженному плану. Есть как настраиваемые периоды времени с оповещениями каждые полчаса или час во вкладке VoiceTime, так и автотаймер. Ведь таймер в iOS не имеет автоповтора, и наш обозреваемый исправит этот недочет. Приложение не может похвастаться совсем интуитивно понятным интерфейсом, но есть грамотный мануал на русском. Также не хватает гибкости в настройках временных интервалов. VoiceTime Lite программа бесплатная, но если хочется получить расширенную коллекцию голосов и звуков, то можно приобрести Pro-версию, поддержав разработчика. Не устану вас благодарить за предложенный в комментариях к таким подборкам годный софт, который я с удовольствием использую для создания следующих выпусков. Отыскать в дебрях App Store и Google Play достойные программы не такая уж и простая задача. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Ну разумеется, если подпишетесь на канал и поставите колокольчик. Пока-пока.